Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю просто волшебный пирог с сочной маковой начинкой. Он нежный, воздушный, с богатым вкусом и буквально тает во рту. Такой пирог идеально подойдет не только к вечернему чаепитию, но и к праздничному столу. Он очень красивый и такой вкусный. Обязательно его попробуйте. Такой пирог идеально подойдет к чаю, на праздник или просто для уютного домашнего угощения. Для приготовления теста мне понадобится йогурт. Я достала из холодильника, поэтому он холодный. Добавляю в него 100 мл горячей, только что закипевшей воды. Перемешиваю. Температура смеси должна получиться примерно 38 градусов. Для рецепта я использую густой греческий йогурт. Также сюда прекрасно подойдет обычный йогурт, либо сметана. Добавляю 2 ложки сахара от общего количества. Всыпаю дрожжи. Перемешиваю. Дам постоять примерно минут 5, чтобы дрожжи проснулись. В растопленное сливочное масло я добавляю оставшийся сахар, добавляю соль, яйцо и добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Перемешиваю. Для рецепта я использую яйцо среднего размера. Вес со скорлупой примерно 63-65 граммов. Все ингредиенты для теста должны быть обязательно комнатной температуры. В миску просеиваю муку, но не всю, небольшую часть оставлю. Муку я добавляю постепенно, ориентируясь на консистенцию теста. Выливаю дрожжи в муку. Добавляю яйцо с сахаром и маслом и начинаю замешивать тесто. Сначала лопаткой. Добавляю оставшуюся муку и вымешиваю тесто руками. Посмотрите сейчас, какое у меня получилось тесто. Оно немного липковатое, очень нежное и мягкое. В него муку я больше добавлять не буду. Просто вымешу его на столе примерно в течение 5-7 минут. Не забивайте тесто мукой, тогда оно получится очень воздушное и пышное. Всего на замес теста у меня ушло 480 граммов муки. Посмотрите в итоге, какое нежное тесто получается. Я его подкатываю в шар. Миску я слегка смазываю растительным маслом без запаха и выкладываю в нее тесто. Закрываю сверху пищевой пленкой и отправляю в теплое место на расстойку примерно на 1 час. Готовлю маковую начинку. Здесь у меня больше мака, чем я буду использовать для рецепта, так как я буду готовить начинку сразу для нескольких рецептов. В описании к видео я обязательно укажу точное количество, сколько я буду использовать. Мак я предварительно отварила в молоке, выложила его в сито, чтобы стекла лишняя влага. Отваривала примерно около часа и потом оставила на ночь в этом молоке, в горячем. И утром слила мак через сито. Перекладываю мак в миску. Кстати, подробный рецепт, как сделать маковую начинку, есть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Но я думаю, сейчас здесь тоже все понятно. Измельчаю мак погружным блендером. Я обязательно хорошо измельчаю мак. Так начинка получается намного вкуснее. Теперь я сюда добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Всыпаю сахар. Сахар обычно я беру столько же, сколько и мака. И добавляю мягкое сливочное масло. Хорошо все перемешиваю. И маковая начинка готова. Все очень просто и быстро. Такую начинку вы можете хранить в морозильной камере. Она может долго лежать. И когда надо, достаете и печете. И часть начинки я буду использовать для моего пирога, а часть начинки заморожу. Для пирога я буду использовать 550 граммов готовой начинки. Мой пирог я буду готовить вот в такой форме. Это у меня сковорода для паэльи. Диаметр сковороды 30 сантиметров. Как видите, она вот с такими бортиками, которые идут неровно. И выстилаю форму пергаментной бумагой. Тесто у меня вот так шикарно подошло. Стол присыпаю мукой. Достаю тесто. Сначала слегка его растягиваю руками. Оно такое нежное.
Слегка присыпаю мукой и раскатываю в прямоугольный пласт. У меня получился пласт теста длиной 50 сантиметров и шириной 40. Примерно делю тесто пополам и на одну половину выкладываю начинку, но не всю, немного оставлю. Вот буквально столько оставляю. Начинку распределяю ровным слоем по половине теста. Накрываю сверху второй половиной теста. Слегка присыпаю мукой и немного раскатаю. Слишком сильно я ничего не прижимаю. Сейчас ширина моего пласта получилась примерно 32 сантиметра. И вот такая толщина, около сантиметра. Этот пласт теста уже внутри с начинкой. Теперь я беру шпатель и надрезаю тесто. Делаю такие полоски. Разрезаю тесто примерно пополам. Толщина полосок получается примерно около сантиметра. Теперь я беру каждую полоску и перекручиваю ее. Вот таким образом. Полоска немного вытягивается и вот так вот выкладываю. Начинку, которая у меня осталась, выкладываю по краю теста. Немного разравниваю и скручиваю все в рулет. Аккуратно приподнимаю тесто и закручиваю. Не надо слишком плотный, просто подкручиваю. Закручиваю рулет дальше на полоски. Вот такой красивый рулет получается. Я убираю мой силиконовый коврик, беру пергаментную бумагу и сейчас этот рулет я скручиваю вот таким образом. Соединяю его в кольцо. Перенесла рулет. Если вам неудобно переносить его, можете сразу формировать его на пергаментной бумаге. Я просто вот такими движениями его аккуратненько перетащила. Теперь все подправляю и аккуратно вместе с пергаментной бумагой переношу в форму. Накрываю сверху пленкой и оставляю пирог на расстойке примерно минут на 30. Тесто вот так красиво подошло. И сейчас пирог я сверху смажу желтком и молоком, чтобы он получился румяный и красивый. Разбалтываю желток с молоком. И сейчас мой пирог я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-45 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Если верх пирога начнет слишком сильно подрумяниваться, можно прикрыть его фольгой. Пирог я достала из духовки. Вы только посмотрите на эту красоту. А аромат какой, вы себе не представляете. Сразу горячий пирог я смажу сверху растопленным сливочным маслом, чтобы он был блестящий, красивый и мягкий. Вы только посмотрите, какая прелесть! Этот пирог просто настоящее украшение стола. Сейчас надо дать пирогу хотя бы немного остыть. Пирог получился просто невероятный. Такой пышный, воздушный, очень ароматный. В нем много маковой начинки и нежное воздушное тесто. Обязательно его приготовьте и попробуйте. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук Позитивная кухня. Всем пока!